Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, друзья, я расскажу вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Кто еще не знает, кто еще не был на Бусти, там все наши шок-расклады, шок-контент, которого нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube его может заблокировать. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Бусти. Друзья, помогайте нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Благодаря вам мы заливаем больше новых видео раскладов, о которых невозможно молчать, но которые нельзя публиковать здесь по причине цензуры. Также напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады и консультации. Я делаю обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. Личка указана в комментариях под любым видео на канале. Если вы не нашли мой личный контактный номер, пишите мне комментарий под любым видео, я обязательно вам отвечу, друзья. Также напоминаю вам о необходимости ставить лайки на понравившееся видео. Да, если видео вам действительно понравилось, то жмите, пожалуйста, на сердечко, жмите на колокольчик, во-первых, для того, чтобы видео продвигалось, для того, чтобы его увидело больше новых зрителей, и для того, чтобы вас оповещал YouTube о том, что на моем канале выходят новые видеоролики. Сегодня с нами карты Алистера Кроули. Здравствуйте, карты, и поговорим мы с вами сегодня о пропавшей девочке Анне Цамартове. В Каспийске 10 февраля 2024 года проходили соревнования по тайскому боксу. Девушка из благополучной семьи, 21-летняя Анна Цамартова, приехала туда, чтобы принять участие в боях, и проиграла своей сопернице. После проигранного поединка Анна пошла гулять вдоль береговой линии Каспия, но в гостиницу так и не вернулась. Девушку ищут уже более 2,5 месяцев, все безрезультатно. Последний раз Анну видели на территории санатория ФСБ, где ее следы оборвались. Сегодня узнаем, что произошло с Аней, где она сейчас находится, и главное, вернется ли она домой живой и здоровой. Итак, первая характеристика личности, конечно же, нам нужно узнать, кто такая Аня, ее основную суть, чтобы понять, вообще не завербовали ли девочку, да, потому что очень многие мне пишут, а не завербовали ли ее, да, что с ней могло случиться, если она жива. Давайте узнаем. Так, характеристика личности Анны Цамартовой. Покажите мне, пожалуйста, карты. Характеристику личности Анны Цамартовой, которая пропала 10 февраля 2024 года. Характеристика личности Анны Цамартовой. Что это за девочка? Основная суть этого человека. Какой ее видит мир, какой ее видит Вселенная. Две карты у меня перевернулась. Первая карта – это карта скорби. Карта человека, который очень всех жалеет животных, жалеет людей, может последнюю куртку, последние штаны свои отдать, да, только для того, чтобы другому человеку было хорошо. Карта скорби, карта тройка мечей. Такая тяжелая достаточно карта, потому что груз ответственности, груз какой-то вины, тяжести она держит у себя в душе, никому не рассказывает каких-то своих чувств и эмоций, а чувства и эмоции по тузу кубков очень много, очень эмоциональная девочка, очень ранимая, не обидчивая, кстати, вот по тузу кубков это не обида, это именно ранимая девочка, которая может все воспринять очень всерьез, какую-то шутку, может быть, нелепую, да, воспринять всерьез. Да, у нее есть чувство юмора, но, однако, вот какие-то такие моменты, не зря у меня две карты рядом выпало, да, именно туз кубков и карта скорби, говорит о том, что какие-то моменты, вот именно бездомные животные, несправедливость, которая есть в мире, да, какие-то несправедливые ситуации, она очень остро воспринимает и тем самым нагнетает, скажем так, да, чем острее мы воспринимаем какую-то тему, тем больше гаваха, тем больше негативных эмоций мы отдаем этой вселенной, а вселенная, она и рада, да, питаться, особенно глобалисты, рады питаться нашим гавахом, нашими негативными энергиями, и она просто сгусток этой энергии, позитива, негатива, негатив от нее идет тогда, когда она жалеет, людей, животных, да, жалеть нужно, но не в таком количестве, как делает это она. То есть я последнюю рубаху отдам, я за любого другого человека, только не за себя. Тут такое ощущение, что она себя во всем как будто бы винит, корит. И если у нее есть какие-то моменты в жизни тяжелые, она проживает их сама. Она не делится с близкими, со знакомыми, с родителями. Да, она может что-то сказать. Она может сказать: мам, там мне плохо, мам, там мне обидно, еще что-то, но она не покажет истинную суть, потому что она тем самым думает, что она нанесет какую-то рану, какое-то увечье своим близким и родным людям. А зачем им это надо? Я лучше это сама переживу. Такому человеку очень тяжело, у таких людей часто наступают какие-то нервные срывы. Такие люди, да, стрессоустойчивы, но до поры до времени, друзья. До той поры до времени, пока вот его не ткнешь просто иголочкой в пальчик, и он не взорвется от негодования. То есть здесь, скажем так,
на острие ножа находит, да, и здесь очевидно, что эта ситуация ей дана свыше. Мы, конечно, посмотрим, что это карма, почему так вообще произошло с ней, да, почему такие испытания выпали на долю Ани. Мы посмотрим, но здесь очевидно, что она притягивала какие-то не очень благоприятные события, особенно в последнее время. Может быть, она была не в ресурсе в последнее время, да, и поехала на этот поединок по тайскому боксу. Может быть, она ощущала какое-то негодование перед вот этим поединком и думала, что она проиграет, и она на себя это навлекла. То есть навлекла на себя беду, как говорится. Да? Я сейчас не обвиняю человека ни в коем случае в том, что именно она притянула эту ситуацию. Но так бывает, и так бывает иногда по карме, друзья. Давайте посмотрим дальше. Это характеристика личности Анны Цамартовой. Следующее. Как Анна Цамартова пережила свое поражение, о чем она думала, когда гуляла по берегу Каспия. Вот когда она проиграла, да, 10 февраля 2024 года. Что она чувствовала, о чем она думала, и как Анна Цамартова пережила свое поражение. Как Анна Цамартова пережила свое положение, о чем она думала, когда гуляла по берегу Каспия. Здесь как будто перемен не будет, перемен для меня не наступит, нет перемен. Почему-то вот здесь вот она думает, что то ли я не поменялась, то ли я поменялась в какую-то худшую сторону, как будто перемен дальше нет сдвига какого-то. Почему я проиграла, да, туз дисков, туз возможностей, денег каких-то ресурсов, либо нет ресурсов. Вот как раз об этом она думала, да, почему я проиграла, потому что нет ресурсов. А диски это ресурсы, диски это деньги какие-то, да, не только деньги, я имею в виду какие-то позитивные эмоции. Вот как я и говорила, она была не в ресурсе. И она думала о том, что либо она очень резко поменялась, и она была не в ресурсе, такого со мной никогда не было, как будто бы, да, она говорит, у нее были поражения, да, до этого, но именно такого со мной никогда не было, когда я была бы не в ресурсе в таком. Да, карта повешенной, хочу домой, хочу к маме, очень хочу обнять родных и близких. Карта повешенного здесь, он пригвоздил себя к стене и не хочет уходить из родительского дома. Вот сейчас родители как нельзя лучше бы меня поддержали, но я не могу им сейчас открыться, потому что я не могу расплакаться просто так в трубку, да, это не свойственно мне. Здесь она как сама с собой разговаривает. Необузданная энергия, здесь необузданная сексуальная энергия, но здесь, естественно, не про сексуальную энергию, да, здесь про энергию, которая вот, знаете, здесь девочка еще не превратилась в девушку до конца, а здесь как гормоны какие-то, да, вот как у человека, извините меня, да, за подробности, как у человека, как критические дни какие-то, да, ну, либо критические дни в прямом смысле этого слова, либо просто критические дни в плане ресурса. Здесь как я становлюсь девушкой, но еще не девушка, еще не женщина, да, то есть и вот какие-то гормоны во мне вот прямо хлещут, льются через край. Да, льются через край гормоны, девятка счастья, да, девятка кубков это как счастье, я не испытываю счастья от того, что сейчас произошло, потому что я нахожусь не в ресурсе, и меня как бомбит, вот такое ощущение, что много раздражения, хочу домой, хочу расплакаться, но не буду этого делать, не буду звонить, не буду говорить, что мне плохо, я должна сейчас побыть сама с собой наедине, вот здесь об этом речь. О чем думала? Конечно, негодовала, но думала о том, что она действительно была не в ресурсе, о том, что она проиграла не просто так. Не зазря, скажем так. В интернете есть видео с камер видеонаблюдения пляжа у ведомственного санатория ФСБ, где фигура, похожая на Анну, стоит на пляже у воды, а к ней приближается фигура и то поднимает руки, то опускает, непонятно там, что делает, да? Была ли это Аня на данном видео и что за фигура к ней шла? Вот многие обсуждают эту фигуру, которая была именно на пляже у ведомственного санатория ФСБ, которая была заснята на камеру, а там вот дальше на территории ФСБ уже... Ну, камеры уже как будто бы ничего не снимали, да, очень странно. Так вот, была ли на этом видео действительно Аня? Я прям представляю сейчас себе это видео. Была ли эта фигура Анной? И что за фигура к ней шла, если это была Аня? Была ли эта фигура на данном видео у ведомственного санатория ФСБ у пляжа? Вернее, на пляже у ведомственного санатория ФСБ была ли это Аня на видео? Была ли это Аня на видео? Да.
Да, девочка, которая в ступоре, девочка, которая не знает, куда идет, девочка, которая как заблудилась, потерялась. Я не вижу выхода. Карта стагнации. Я не вижу выхода, я потерялась. И как защита какая-то идет здесь. Щит. Хорошо, а что это была за фигура, которая приближалась к Анне на видео? Что это была за фигура? Это был мужчина, это была женщина. И причастен ли этот человек к исчезновению Анны? Что это была за фигура на видео рядом с Аней, на пляже у ведомственного санатория ФСБ, которая то поднимала руки, то опускала руки? Что это была за фигура? Очень плохой человек. Сразу 13 и 14 аркан идет, только наоборот, да, сначала 14, потом 13. Такое ощущение, как будто что-то в его жизни, у жизни у этого человека, вот который был на видео, что-то резко изменилось, поменялось в худшую сторону. То есть сначала должен быть 13 аркан, а потом, по идее, должен быть 14. Трансформация и перерождение. Человек меняется в лучшую сторону по 14 аркану. Но такое ощущение, как будто бы вот он пошел, скажем так, по кривой дорожке. Сначала у него все было хорошо, сначала было счастье, сначала было много позитива, а потом вот 13-й старший аркан смерть. Все изменилось, но только в худшую сторону этого человека. Этот человек сам себя изменил в худшую сторону, как будто на его руках, я не говорю, что есть чья-то кровь, я говорю, что либо он использует что-то, да, вот этот человек, который на видео, либо какие-то наркотические вещества использует, либо он был в состоянии алкогольного опьянения, потому что он вот как идет, вот как шатается, такой вот не понимает, что он делает. И ему море по колено. Принцесса кубков. Увидел, понравилась ему Аня. Принцесса кубков, красивая девочка, понравилась. Он ей что-то вот как действительно здесь смерть, как машет косой. И как, знаете, как машет, вот он тоже как рукой махал. Там говорили, что было какое-то оружие, поднималось. Нет, там не было никакого оружия. Здесь просто вот как человек машет ей: иди сюда, ты мне понравилась. А она как в ступоре начинает защищаться, потому что видит, что ситуация какая-то патовая, то есть она испугалась этого человека, который к ней шел. Причастен ли как-то этот человек к исчезновению Анны? Причастен ли человек, который есть на видео на пляже? Причастен ли он как-то к исчезновению Анны? Это мужчина, очевидно. Мужчина, которому понравилась королева кубков. Мужчина, который пошел не той дорогой. Причастен ли человек к исчезновению Анны? Да, однозначно, потому что пятерка вообще всегда очень плохая карта, очень плохие масти по пятерке проходят по картам Таро, особенно у Алистера Кроули, они имеют некое эзотерическое значение, да. Здесь, да, причастен по пятерке жезлов, здесь такое ощущение, что он как напирал на нее, знаете, как давил на нее. Давил, либо пойдем со мной, она не хочет идти, как вот, знаете, как зовет ее. Зовет, она не хочет, она ему не подчиняется. Пятерка жезлов – это причастность к вот этому событию. Верховная жрица. Верховная жрица – это высокодуховная женщина. Ему понравилась его недоступность, ее недоступность. Высокодуховная женщина, которая с высокими моральными ценностями. Недоступность понравилась ее. Причастен ли этот человек к исчезновению Анны? Да, причастен. Да, однозначно, снова пятерка выпадает, только пятерка мечей уже, да, то есть как-то силой как-то пытается затащить человека, другого человека, как-то он ей машет, что-то он ей говорит, может, он ей говорит: я помогу тебе сейчас выбраться, ты куда-то не туда зашла, да, ну, то есть он как-то обманом ее пытается увести за собой, потому что она ему понравилась, потому что вот ему понравилась какая-то недоступность ее. Здесь однозначно человек, который есть на видео, он не просто так там есть. Он имеет отношение к делу. Один из, скажем так, потому что их там было несколько. Я вижу, что вот этот молодой человек, именно молодой человек, а есть еще какие-то другие люди. Потому что он как привел ее, знаете, он как приманил. Она вроде сопротивлялась, но потом как будто бы не то чтобы поверила, а как деваться некуда человеку. Очень многие спрашивали, причастен ли к исчезновению Анны ее тренер Верди Гариев. Причастен ли, давайте проверим, да? Причастен ли к исчезновению Анны Самартовой? Причастен ли к исчезновению Анны Самартовой ее тренер Верди Гариев? Я правильно, надеюсь, называю, да, имя, фамилию? Если неправильно, поправьте меня, пожалуйста. Причастен ли к исчезновению Анны
ее тренер Верди Гореев. Далеко, холодно, нет, карта звезда, нет, только на помощь приду к тебе, да, приду к тебе на помощь, дам тебе надежду, успокою тебя, скажу, что все хорошо, очень холодно. Карта Луна, вообще не там ищите, Луна говорит. Луна это тайна, никто не знает этих людей, вот никто их не видел воочию, вот сейчас в интернете обсуждают не тех людей, грубо говоря, да, тех людей, которых еще не видели воочию, вот в лицо, а не как тайна. Тайна может быть причастность к определенному какому-то культу или может быть причастность к какому-то высшему сословию. Но это точно не тренер, друзья. Я просто узнаю на картах, потому что вы спрашиваете, причастен ли тренер, причастен ли к исчезновению молодой человек, который снимал Аню на камеру. Давайте узнаем, потому что, может быть, он не просто так ее снимал, да? Причастен ли к исчезновению молодой человек, который снимал Анну Самартову на камеру телефона, когда та перебиралась по камням по берегу? Вот это видео ее последнее. Причастен ли к исчезновению Анны Самартовой молодой человек, который снимал Аню на камеру телефона? Это хорошо сейчас представляю, кстати, вот эти кадры, друзья, когда я сейчас мешаю карты. Многие спрашивают, почему так долго мешаю, я настраиваюсь, понимаете? Тут просто так не вытянешь. А тут нужно настроиться, нужно поговорить с картами. Поэтому, пожалуйста, терпение, друзья мои. Причастен ли к исчезновению Анны Самартовой молодой человек, который снимал Аню на камеру телефона, когда та перебиралась по камням? Причастен ли он каким-либо образом? Карта шестерка дисков. Принц мечей. Нет, здесь, знаете, во-первых, мальчик хороший. По принцу мечей мальчик хороший, который не совершит глупостей поперек, скажем так, кого-то не пойдет. То есть он не причинит какой-то жестокости. Он не сделает этого, да, потому что здесь шестерка дисков плюс принц мечей. Если бы выпал принц мечей, какие-то плохие рядом карты, но высокодуховный человек, опять верховная жрица, высокоморальный человек, хороший человек, человек, который, да, имеет какой-то вспыльчивый характер, он вспыльчивый по характеру, этот мальчик, который снимал, но он вообще не причастен к исчезновению Анны. То есть он как бы на своей волне. Шестерка дисков. Шестерка дисков – это тот человек, который... добродетель, да, то есть шестерка дисков добродетель, который вот лезет на амбразуру, лишь бы кого-то спасти, но вот почему-то он ей не сказал, да, остановись. Вот это единственное, наверное, его, скажем так, да и не то, что вина, я не могу сказать, что он виноват, почему он, собственно говоря, должен к ней был подходить, да, может быть, она вообще бы его испугалась, но вот откуда он знает. То есть здесь он не причастен, он, да, добродетель, он очень, кстати, многих... останавливал на жизненном пути, чтобы люди не шли как-то неправильно по своему жизненному пути. Вот он мальчик такой хороший, я вижу. Что-то было вот в его жизни, вот я сейчас уже его рассматриваю, да, как личность, что-то было в его жизни, когда он останавливал людей, говорил, не делай вот этого, люди не делали, и действительно все оказывалось так, как нужно. Вот он такой человек, который не причастен, но почему-то ее не остановил. Хорошо, следующий вопрос. Имеет ли отношение к исчезновению Анны Самартовой санаторий ФСБ и люди, находящиеся в нем? Имеет ли отношение к исчезновению Анны Самартовой? Имеет ли отношение к исчезновению Анны Самартовой санаторий ФСБ и люди, находящиеся в нем? Имеет ли какое-либо отношение? Имеет ли какое-либо отношение к исчезновению Анны Самартовой, санаторий ФСБ и люди, находящиеся в нем? Самое прямое. Принц жезлов. Принц жезлов – это человек, который лезет на амбразуру, человек-бунтарь, человек, который, во-первых, принц, да, помните, говорила про молодого человека, огненного знака зодиака, либо просто вспыльчивый, характерный, вульгарный, человек-бунтарь, человек, который лезет куда ни попадя, особенно если выпьет, да, рыцарь жезлов у нас здесь выпить любит. Выпить любит шумные компании, любит куда-то поехать, повеселиться. Тут сразу вышел человек, да, человек, ответ да, он причастен вот к этому санаторию ФСБ, он оттуда. И вот этот молодой человек, он как бы привел, здесь и колесница тоже показана, да, я как бы привел тебя туда, где ты не должна была быть. Он вот самый первый ее увидел. Угу. Четверка дисков. Как отступать некуда, как, знаете, как забор, за забором. Что-то за забором.
Что-то за забором, но как будто забор не устоял, как будто плохой забор. Не понимаю, к чему это. За плохим забором. Плохо охраняемый забор. Карта дурака, веселились. Что-то вот как-то веселились они, да, ребята молодые, веселились за каким-то ветхим забором. Почему ветхий забор мне показывают, не знаю. Карта дурака, мне ничего не будет. Меня нет, меня не существует. Дурак здесь олицетворяет, что его нет абсолютно. Он ноль. Он альфа, он самый первый, да, и после него только идет первый старший аркан маг, меня нет, и поэтому, так как меня нет, меня не могут ни в чем обвинить. Безнаказанность какая-то вот здесь, да, прослеживается. Безнаказанность, меня все равно не накажут. Я делаю то, что я хочу, за ветхим забором. Почему ветхий забор? Хорошо, имеет ли отношение к исчезновению Анны Самартовой санаторий ФСБ и люди, находящиеся в нем? 20-й старший аркан страшный суд, 20-й старший аркан время еще говорит, да, отняли мое время, отняли мою жизнь, отняли мои воспоминания. Самое прямое отношение имеют эти люди. Отнимать время человека это его жизнь. Здесь 20-й старший аркан страшный суд переводится не как страшный суд, а как время. Да, десятка это очень плохая карта, еще вместе со страшным судом, они причастны полностью, и они, такое ощущение, как вот знаете, забрали, чтобы не вернуть. Десятка, ну это все, да, это конец. Десятка мечей. И шестерка дисков. Не хотели сначала делать как-то плохо. Шестерка дисков, не хочу делать плохо, но по дураку так получилось. Забрали сначала, чтобы повеселиться, а с ней повеселиться не получится. Потому что она другой человек. Не того поля ягода. А что делать с ней потом, если не получится? Она же всем расскажет, да? Поэтому мы отнимаем ее время, отнимаем ее жизнь, ее... Ну, я не говорю, что она мертва сейчас, да? Я говорю, что вот отнимаем ее время, ее жизнь, отнимаем ее ресурсы. За высоким забором прячем ее. И привел ее туда некий принц жезлов. Какой-то высокопоставленный, может быть, сын какого-то чиновника, да, или вот там из ФСБ, спецслужб кто-нибудь, да, но именно привел молодой. Но там есть еще люди, я чувствую, что там есть еще люди. Мы сейчас узнаем, сколько их было. Хорошо. В итоге Анну Самартову выкрали, утонула или что-то другое. Давайте узнаем, потому что очень многие спрашивают, а может быть она утонула, а может быть потом ее скинули куда-нибудь в реку, и полуживую она там утонула. Давайте все-таки узнаем, что с ней случилось, да? Анну Самартову выкрали, она утонула или нечто другое? Я задаю этот вопрос исключительно для того, чтобы люди поняли, да, то, что я здесь не просто своими какими-то мыслями апеллирую, что я задаю вопрос картам. Анну Самартову выкрали, утонула или что-то другое? Выкрали, конечно, выкрали. Туз дисков. Туз дисков, забрать себе ресурсы, забрать себе жизнь человека, забрать себе время, забрать себе деньги, забрать себе все то, что есть самое ценное и самое дорогое у человека. Утонула, нет. Возмездие не свершилось, справедливость, по справедливости она не должна была утонуть. Это не ее карма. Что-то другое. Королева жезлов. Королева жезлов это сама девочка, да, сама женщина, но здесь выражение ее самой. Меня украли, то есть, да, нечто другое. Меня украли и делают со мной что-то еще. Правомерное, неправомерное. Сейчас узнаем, да, что... Чем занимались люди, которые выкрали Анну на тот момент, когда увидели ее? Ну вот увидели ее, да, вот увидел ее этот мужчина, молодой человек. Чем он занимался, что он там делал на этом пляже? Просто интересный вопрос. Почему? Потому что, ну вот, он ее увидел, а что он делал именно в этот момент? Чем занимался человек, чем занимались люди, которые выкрали Анну на тот момент, когда увидели ее, или когда молодой человек привел Анну, да, к ним? Чем они занимались? Может быть, они пили, гуляли, тусили, может быть, занимались какими-то важными вопросами. Чем занимались люди, которые выкрали Анну Самартову на тот момент, когда увидели ее, когда первый раз увидели ее? Что это как распределяют между собой? Этому, тебе, как знаете, можно наливать что-то, да, в рюмки, в бокалы, можно что-то распределять. Это тебе, это тебе, это тебе. Как знаете?
Сексуальная энергия, много сексуальной энергии, хочется секса, хочется драйва, хочется погулять, потусить. Много сексуальной энергии, почему? Либо употребление наркотиков, это тебе, это тебе, это тебе, либо употребление каких-то спиртных напитков, после чего входит сила, карта агрессии. Здесь сила подразумевается как сексуальная необузданная энергия. Именно в этой колоде. Опять принц жезлов, да? Принц жезлов, который привел туда ее. Вот в эту компанию. Там была компания. Как минимум человек 8. 8-10. За высоким забором опять, да, вот за каким-то забором, как вот на территории вот этого как раз-таки самого санатория, да. Почему-то мне ветхий забор показывают. Все. 4. Как по кругу, как карма. Все возвращается на круги своя, карма какая-то. Принцесса дисков. Принцессу дисков, девочку хорошую, привели в компанию, в шумную, да, где было несколько людей разного возраста, кстати, вот по колесу, по 4 жезлов, тут люди как разного возраста, разной категории, разного возраста, рядовые, высокопоставленные, люди разные, как будто бы. Все вместе пьют, гуляют. Привели принцессу дисков, привел принц жезлов. Туда, где вот много вот этой необузданной агрессивной энергии. Куда-то ее надо выплеснуть, и тут пришла она. Сколько человек причастно? Были ли среди них женщины? Вот мне интересно узнать. Все-таки женская энергия, она добрая энергия, да? Были ли среди них женщины? Может быть, они что-то говорили этим мужчинам, да? Не надо, не трогайте. Сколько человек причастны к исчезновению Анны Цамартовой? Сколько человек причастны к исчезновению Анны Цамартовой? Анна, скажи, пожалуйста, сколько тебя похитил человек? Я же говорю, 10, 8-10 человек. Высокопоставленные люди. Были всякие, и рядовые, и кто-то внизу, и кто-то вот прямо на самой верхушке. Кто-то, кто на самой верхушке, там либо 1, либо 2 человека всего. Остальные все рядовые такие, знаете. Друзья мои, извините, карты мешаю, они начинают так это... Бумажка отслаивается. Поэтому крошки. Сколько человек причастны? И рядовые, и высокопоставленных там несколько человек. Буквально были ли женщины среди тех людей, которые похитили Анну Цамартову? Были ли среди этих людей женщины? 9 мечей, страх. Очень страшно. Очень такая энергия страха. Энергия страха, никуда не отпустим тебя, да? Королева мечей какая-то была одна. Одна королева мечей я вижу. Угу. Которая по 5 дисков. Ну, как работает, знаете, на систему. Работа на систему. Королева мечей жестокая королева. Плюс ко всему, если еще и пьяная, разгульная такая. То ли женщина, то ли мужчина, как, знаете, без какого-то гендерного предназначения, то ли как вы знаете, лесбийские какие-то наклонности. Уходит подумать, как будто бы уходит от ответственности. Она была там на момент, одна женщина была на момент, когда вот Аню привели, и когда Аню уже начали вот, как знаете, вот никуда не отпустим, что-то с тобой сделаем сейчас, да, и вот как она уходит от ответственности, я ухожу подумать, я вообще ни при чем. И остались одни мужчины. Много страха. Много страха, и как издеваются, как играют. Она там пытается вот как уйти, а они там, знаете, как перекрывают ей дорогу. Как издевательство какое-то. То есть не было изначально запланировано вообще, что как бы ее заберут, возьмут к себе. Вообще вот это их первый опыт в подобном преступлении, или они делали уже так раньше? Вот эти люди, которые похитили Анну Цамартову. Мы сейчас переберемся к главным вопросам, друзья. Мотив, жива ли Аня? Просто нужно узнать истоки. Первый опыт в подобном преступлении. Опять они выходят, да? Они как будто все время вместе. То ли работают вместе, да, то ли вот постоянно как вместе они. Вместе отдыхают постоянно. Ну, тут отдыхают скорее, да, потому что 10 кубков. Это первый их опыт в похищении человека вот в таком преступлении. Или они делали уже так раньше? Вот они все вместе делали уже так раньше, башню.
Остаются безнаказанными. Третий глаз за ними следит сверху. Остаются безнаказанными, они ведут себя как звери. Когда выпьем или когда что-то употребляем, мы ведем себя как звери. Это уже такое было не раз. Да, карта повешенного. Кого-то держали уже в заточении. Для чего-то, для каких-то ресурсов, для каких-то утех. Карта повешенного – это карта жертвы, виктивности. Удерживать человека для того, чтобы, скажем так, он не мог никуда пойти, не мог сопротивляться, как, знаете, как на привязи какой-то. Следующий вопрос. Мотив. Для чего им нужна Аня? Вот для чего тем людям, которые забрали Аню, которые похитили Аню, которые держат ее, для чего им нужна Анна Самартова? Для чего похитили, с какой целью? Ну, цель понятна, цель это Аня, да? Мотив какой похищения Анны? Какой мотив похищения Анны Самартовой? Мотив похищения Анны Самартовой. Далеко куда-то увозят для потребления ресурсов. Я с тебя заберу. Я с тебя забираю. Воду какую-то забираю. Ресурсы какие-то забираю. Что-то из вот внутри тебя, то, что внутри тебя, то, что ты оберегаешь, то, что у тебя как столб, то, что вот внутри, либо органы какие-то, либо вот что-то внутри, вода какая-то, жидкость, кровь, твоя детская непосредственность, твоя девственность, твоя нежность, твоя наивность. Я у тебя ее забираю, хочу себе забрать. Рыцарь кубков. Как знаете, вот как я не хочу говорить это сейчас, потому что я не хочу травмировать вообще тех людей, вот, ну, которые связаны с этим, скажем так, преступлением, да, с вот этой историей с девочкой. Ну, тут, ну, как вот, как групповое, скажем так, понимаете, да, о чем речь? Несколько мужчин, вот, я надеюсь, вы понимаете, да, о чем речь? Не хочу говорить, мне очень сложно, на самом деле, говорить об этом. Да. Здесь как вот соединение двух тел. Но не двух, а здесь вот как несколько человек как вот издеваются, да. Друзья, извините, я как бы, если что-то не так, вы скажите, потому что я говорю как есть. Не хочу некоторые моменты озвучивать, потому что они не очень хорошие, да, противные местами какие-то моменты. Пишите комментарии. Пишите комментарии с вопросами по этому видео. Я обязательно сделаю короткие видео на эту тему, где мы ответим на ваши вопросы. Если я вдруг не ответила на ваши вопросы в этом видео, то мы обязательно ответим в других видеороликах. Следующий вопрос. Жива ли Анна Самартова на данный момент? Жива ли Анна Самартова? Аня, скажи, пожалуйста, жива ли ты? Скажи, пожалуйста, жива ли ты? Жива ли Анна Самартова на данный момент? Угу. Ну, старший аркан у нас вышел уже, говорит, да, о том, что девочка жива, но просто не такая, как раньше, как вы знаете, как нет меня, либо без памяти, без чувств. Она жива, определенно. И принц дисков какой-то мужчина, а ей, как знаете, дает что-то, вот постоянно, как по капельке. По капельке что-то ей дает или что-то дает ей съесть, чтобы она вот, как знаете, как без чувств, не как без чувств, а как не в себе человек, не в своей тарелке, не в себе, как вот, как младенец ведет себя, да, то есть как ребенок ведет себя, не понимает, что происходит, жива однозначно, потому что сразу вышел старший аркан не выходит, практически никогда не выходит на мертвых людей, если только это не смерть, не повешенные вместе со смертью, не четверка мечей. Вот, и здесь дурак обозначает, да, жива, но как в каком-то несознании, и об этом заботится некий принц дисков, другой уже мужчина, не тот, который ее привел. Когда, как не дает ей очнуться, семерка мечей. Сознание другое, то ли как она постоянно спит, то ли как она постоянно в какой-то нирване, знаете, как наркотики какие-то, или какие-то миорелаксанты какие-то, да, очень сильные, да. Пятерка жезлов. Не дает уйти, не дает прийти в сознание. Жива.
Первая карта нам сразу все показала. Жива, и там какой-то вот один мужчина постоянно ей ходит, что-то подливает или что-то колет ей постоянно, да, если мечи вышли, может быть, это уколы какие-то. Где Анна находится на данный момент? Она в Каспийске или ее увезли? И как далеко она от Каспийска? Если вы мне напишите варианты ответов, где она может быть, ну, имеется в виду, мы с вами рассмотрим какие-то варианты, да, потому что мир, он большой, могут увезти куда угодно. Вы мне напишите, там, допустим, Европа, Азия, Америка, еще что-то, да, в комментариях, и мы с вами сделаем короткое видео, чтобы отдельно рассмотреть этот вопрос, где конкретно она находится, где она может находиться, по крайней мере. Где Анна Самартова находится сейчас? Она находится в Каспийске. Где Анна Самартова находится сейчас? Она находится в Каспийске или ее куда-то увезли? И как далеко ее увезли? Что с ней делают? Где она находится? В Каспийске. Десятка дисков. Как перевезли? Десятка – это новое обновление. Не там, где она была. Не там, где что-то произошло. Как знаете, несколько мест поменяли. За раз несколько мест поменяли. Она находится далеко. Как далеко ее увезли вообще? Перемены какие-то, большие перемены, карта скорби. Скорби, карта скорби, дом какой-то такой, знаете. Какой-то может быть дом, скорбь, где выражают, где перемены, где какое-то сочувствие, где какую-то утрату. Это либо там, где дом недалеко от кладбища находится, недалеко от морга, либо это какое-то место при церкви, храмы какие-то, церковь, куда вот приходят выражать скорбь какую-то свою. Отпевания какие-то, да, происходят. Хорошо, перемены достаточно далеко, то есть не в Каспийске. И что с ней делают? Держат, ну, удерживание, да? Удерживание за высоким забором. Удерживание за высоким забором. Что с ней делают? Что делают с Аней Самартовой? Младшие арканы все выпали, кстати говоря, не старшие. Поэтому здесь есть вероятность ее найти. Есть вероятность найти человека. Что с ней делают? Императрица, женщина. Она женщина, да, теперь? Ну, то есть, вы понимаете, о чем речь. Из девочки делают женщину. И что-то как нужно из нее вытащить. У нее ресурсы какие-то хорошие есть внутри нее. Как знаете, либо чистота ее, глубина. Все что угодно может быть. От черной магии до просто каких-то издевательств, для того, чтобы там... Издевательство ради издевательств, но я здесь не вижу издевательства ради издевательств. Это третий старший аркан императрицы. Здесь что-то важное нужно, что-то важное в ней находится. А здесь еще пеликан... На карте пеликан у нас раньше ассоциировался в средневековье, ассоциировался с матерью, которая разрывает свой живот, разрывает свое лоно для того, чтобы накормить своих детей. То есть она как отстаивает себя. Она не в сознании находится большую часть времени, но как не она отстаивает себя, а ее организм отстаивает себя. Как будто, вы знаете, ее организм, ее тело, ее душа, она хочет жить в этом теле. Как не может вот погибнуть, потому что отстаивает себя, как вот этот пеликан. Карта башни, что разрушение, да, происходит над ней, разрушение ее тела, ее телесной, ее душевной оболочки. Здесь какие-то эксперименты еще могут, да, как эксперименты ставятся над человеком. Выдержать, не выдержать, здесь черная магия тоже может быть по башне. Вернется ли Анна Самартова домой? Вернется ли Анна Самартова домой? Когда сложные такие расклады, у меня в конце голос пропадает. Обращайте внимание, пожалуйста. Я надеюсь, что меня слышно хорошо. Напишите мне как звук. Вернется ли Анна Самартова домой? Вернется ли Анна Самартова, пропавшая 10 февраля 2024 года, домой? Живой и невредимой. Вернется ли она домой живой и невредимой? Воспоминания. Хорошие воспоминания. Которые канули в лету. Хорошие воспоминания и сразу 5 кубков.
Шестерка кубков, хорошие воспоминания, и сразу все высохло, все отжило свой век. Плохие карты. Тройка как может приехать домой, если только кто-то привезет. Но сейчас мы посмотрим, живую ли. Как вот если кто-то заберет третье лицо какое-то, да? Как третье лицо, как рыцарь мечей какой-то может привести ее. Как, знаете, кто служитель порядка или человек по доблести, который вот ее как-то найдет или что-то. Но я не вижу, что она будет в сознании. Я не вижу, что она мертва будет, но я не вижу, что она будет в сознании такая, какая она прежде. Она может вернуться домой, есть надежда, друзья, по крайней мере. Но я не вижу, что она вернется в том сознании, в котором она была. Как сознание, ясное сознание осталось в хороших воспоминаниях. А сейчас, на данный момент времени, дьявол, 15-й старший аркан. 15-й старший аркан еще может указывать на проблемы с раздвоением личности, проблемы психопатического характера. Человек не в сознании как будто. Либо не в сознании, либо не является живым человеком, да, но мы будем верить, что все-таки вернется. И не хочу предсказывать судьбу этой девушки сейчас, я надеюсь, что карты могут ошибаться именно в данном случае, потому что хотелось бы увидеть ее живой и здоровой, и чтобы она вернулась домой. Как кто-то привезет, какой-то мужчина. Почему вообще такие испытания, последний вопрос, друзья мои, почему такие испытания выпали на долю Анны Самартовой? Из-за чего? Что это? Карма, это судьба, это она сама притянула к себе какие-то негативные моменты, потому что мы склонны притягивать какие-то страхи, если у нас есть опасения, тем более, да, если мы что-то делаем неправильно в этой жизни, да. Почему такие испытания выпали на долю Анны Самартовой? Почему такие испытания? Почему такие испытания выпали на долю Анны Самартовой? Ну, как родовое по-женски. Родовое по женской линии. Да, это карма. Родовая по женской линии. Карта башни. Непроработка чего-то по женской линии в третьем поколении. И поэтому башня, еще у нее год какой-то под знаком башни. Вот знаете, вот именно этот как год. Как год ее становления как другой личности по карте башня. Как будто она должна что-то понять в этой жизни, чтобы в следующей жизни не совершать ошибок. Чтобы ее душа не совершала ошибок в следующей жизни. Принц мечей. Что принц мечей? Принц кубков. Держит в заложниках. Как вы знаете, раньше это было тоже как, ну вот по женской линии у кого-то. Как будто кто-то по женской линии что-то делал такое же, только с мужчинами. Вот здесь вот как об этом говорится. Она ни при чем, но в этой жизни расплачивается она. За каких-то двоих мужчин, которым причинили боль. Интересно. Друзья, пишите, пожалуйста, свои комментарии, свои вопросы к этому видео, как я уже сказала, да. Я рассмотрю ваши вопросы и сделаю короткие шорт-видео. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды и обучение на картах Таро. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях под видео указаны мои личные контакты. Я вас очень люблю и до новых встреч.